Всем привет! Сегодня я хочу ознакомить вас со своими 15 любимыми треками группы Slipknot. Скажу вам сразу, что этот топ основан исключительно на моих вкусах, и помните, что наши вкусы могут различаться. На самом деле я отбирала эти 15 треков со слезами на глазах, и изначально я должна была отобрать 10, но я не смогла, 15 еще куда ни шло. Первый раз я отобрала 26, и потом поняла, что это видео будет бесконечным, поэтому... Я хочу не просто продемонстрировать вам эти треки, но я хочу рассказать, о чем в них поют для вас Slipknot. Начнем с низа моего топа. Я говорила подробно о данном треке в своем обзоре, к сожалению, я ничего нового вам сейчас не смогу сказать. И если вам интересно, о чем этот трек и так далее, то можете посмотреть мой обзор на альбом We Are Not Your Kind. А пока давайте перейдем к 14 треку. Сами Slipknot описали эту песню как устрашающую, мелодичную песню о одержимости и также ненависти к себе. Здесь лирический герой стал одержим любовным интересом и пытается подделать личность, чтобы удовлетворить человека, которым, собственно, одержим. Иногда гиена упоминается как название мира демонов, отраженное в нашем. Я просто попала в плен от вокальной игры Кори Тейлора в этом треке. В какие-то моменты он напоминал мне Мэтью Беллами из Muse. Он идеально смог передать тон одержимого человека, готового на все ради предмета своего обожания. Он то хитро завывает нам что-то, то беспомощно кричит, а музыка идеально его сопровождает. Как будто мы слушаем саундтрек к старому фильму ужасов о призраках. Очень недооцененный трек, как по мне. Эта песня была на демо, которое Пол и Джоуи записали вместе. По какой-то причине, как только я его услышал, все, что я увидел, был красный цвет. Мне нравится идея создания мира с точки зрения сталкера. Я пытался воссоздать эту мрачную настойчивость и отчаянную потребность. Любой, кто когда-либо испытывал такую ревную ярость, знает, что это за чувство. Различия между двумя треками неуловимы. Вермиллион – это восхищение, накопление, ожидание и невроз. Часть вторая – это последствия, осколки, которые придется подобрать позже, и, возможно, вина за то, что пережито. Повествование в двух песнях Вермиллион якобы повествует об убийце и его жертве, но подтекст предполагает, что жертва просто олицетворение идеального качества, которым рассказчик не обладает или никогда не сможет обладать. Она также могла олицетворять зависимость, жажда, которая никогда не может быть удовлетворена, или невежество, которое никогда не может быть наставлено. Это как раз-таки тот тип песен, когда ты не можешь уловить четкий посыл и пытаешься сделать какую-то свою интерпретацию. Даже если вы посмотрите клипы на два этих трека, вы так и не сможете понять, что конкретно хотели сказать нам Slipknot, только сможете предполагать и выдвигать свои теории. Конкретно вторая часть лично для меня — это рассказ влюбленного, который не может справиться с горечью неразделенной любви и пытается избавиться от этого надоедающего, не дающего жить чувства. Она для меня все, недостижимая мечта, но я не позволю этому чувству овладеть мной. Вторая часть спокойная, умиротворенная и по-настоящему чувственная. Она мне нравится намного больше первой. Кори Тейлор, впервые представляющий песню, высказался так: «Пару месяцев назад к нам пришли какие-то злые люди, жаждущие денег, идиоты и ублюдки, и сказали: знаешь, если ты хочешь, чтобы твой следующий альбом был успешным, ты должен написать песню для радио. Мы Slipknot, мы 9 сумасшедших людей из глуши, 9 человек, которым наплевать на то, что думает гребаная музыкальная индустрия. Мы стояли там, вежливо обрабатывали информацию и сказали: ну спасибо вы, мистер бизнесмен, но если вы меня извините, то просто пососите». И эта следующая песня — результат того долбанного разговора. Сразу видно, что Кори еще совсем молод и импульсивен. What the fuck are you fucking looking at? В общем, песня про юных и амбициозных Slipknot, которые идут против системы и кричат всем об этом. Лирикой меня песня совсем не зацепила, но вот своей энергетикой, эмоциональностью и злостью — да.
Тут, если честно, не на чем останавливаться. Нечто подобное ребята преподносят в песне All Out Life, однако более уверенно, спокойно и обдуманно, скажем так. Второй сингл альбома All Hope Is Gone. Трек был номинирован на Грэмми 2009 года за лучшее метал-исполнение. И снова трек про загнивающее общество. О том, как люди притворяются твоим другом, являясь при этом двуличными и лживыми. Как могут поверить в чушь или оклеветать без фактов и должных доказательств. Как священные вещи оборачиваются пропагандой. Бесполезные войны – это все, что в конечном итоге приведет к апокалипсису. Давайте рассмотрим это четверостишее. Больной, неужели я один мудак с головой? Я слышу голоса, но они ноют, словно они под травой. Сколько раз ты хотел пойти убивать? Всех и вся. Говоришь, что сделаешь это, но всему не бывать. Здесь Кори описывает чувства, которые вы испытываете, когда пытаетесь подавить гнев внутри себя. И просто хотите кого-то ударить, убить, но, конечно, вы не можете обвинить в своем гневе случайных людей, поэтому ничего не сделаете. Возможно, здесь говорится о жанре музыки и о том, что все, кто ее не слушают, думают, что любители металла настоящие сатанисты и жестокие люди. Ну, вот эти вот тупые стереотипы, знаете. You can't see California without Marlon Brando's eyes. Это предложение Кори услышал у бездомного в Калифорнии. Марлон Брандо – это успешный человек с печальной судьбой. У всех есть глаза, но люди, никогда не знавшие страданий, слепы. Они предпочитают игнорировать или обвинять других в своих страданиях. Тоже очень агрессивный и сумасшедший в хорошем плане трек. Безумно отличается от того, что Slipknot делают сейчас, но мне нравится, что они не стоят на месте и не делают одно и то же из года в год. Погнали дальше! Я не могла не включить этот трек в свой топ, но опять-таки я очень много рассказывала вам о нем и в своей реакции, и также в обзоре We Are Not Your Kind, так что если вам интересно, то приходите по ссылочке в описании и посмотрите. Скажу вам одно, этот трек безумно мне понравился, он меня очень сильно зацепил. Не скажу, что с самого начала, но все же. В этой песне посыл очень похож с People Equal Shit. И почему мне нравятся треки на подобные темы? Здесь говорится о желчи людей, об их порой гнили, ущербности и двуличии. Мы лжем и говорим, что уже слишком поздно как-то искупать грехи. Злоба и мучения заставляют вас остановиться и подумать. Это чудо, что вы не нарушили никаких законов. Мы не имеем права выживать. Мне безумно нравится строчка, которая подразумевает, что мы считаем, что без познания ада мы не узнаем, что такое настоящий рай. Мы говорим себе, что ада не может быть, раз нет рая. Вообще, если вы прислушаетесь, то в треке буквально в каждой строчке заложены очень интересные мысли, но если я буду все это разбирать, то мне нужно будет отдельный видос, поэтому я вам просто рекомендую почитать перевод и вообще всегда читать перевод интересующих вас треков, чтобы дать им второй шанс, взглянуть на них по-новому и так далее, если вы вдруг не знаете английского языка, это очень важно. Потому что зачастую я слышу от людей, что да блин, мне не понравился этот трек, зачем там вообще было это музыкальное решение, нахера они так сделали, вообще не пишется, не вяжется, какое-то говно, но потом оказывается, что человек просто не прочитал лирику, перевод и не понял, о чем трек и почему в какие-то моменты были использованы те или иные приемы, так что будьте умнее. Песня была написана об истории, которую Кори Тейлор прочитал на каком-то сайте. Согласно легенде, девушку по имени Адриан Пьюрити Найт похоронили заживо. Кори думал, что эта история была правдой, но автор утверждал, что Адриана была вымышленной и возражал против использования истории в песне. Это привело к судебному процессу, в результате которого Purity была удалена из дебютного альбома Slipknot. Однако судебный процесс был урегулирован, и этот трек появился на 10-летнем юбилейном переиздании альбома. Однако позже он сказал, что текст этой песни не имеет ничего общего с историей на сайте, и песня была вдохновлена различными фильмами, такими как «Погребенные заживо» и так далее. Yes, no. What? We took the name from that website, and that was it. The content of which we'd already had, and it was really based off of
movies. На самом деле плевать на это, главное, что песня по-настоящему завораживающая и мрачная, точно описывающая эмоции человека, осознающего, что он заперт и выхода больше нет. Не могу сбежать отсюда, я отрицаю твое лицо. Пот заливает мне глаза, я думаю, что медленно умираю. All Out Live входит в специальное японское издание We Are Not Your Kind. All Out Live – песня, кричащая музыкальной индустрии. Этот сингл не вошел в 6-й студийный альбом Slipknot, чего многие ожидали. На треке группа критикует недавнюю тенденцию думать, что любая старая музыка подлежит обесцениванию, не учитывая ее важность в формировании музыки нынешней. Как сказал Кори Тейлор Metal Sucks, люби новую музыку, но в то же время не отворачивайся от той, что была раньше. Я очень ждала новое творение Slipknot после альбома The Great Chapter, и All Out Live меня вообще не разочаровала. Мне безумно понравилась эта песня своей энергией и настоящим призывом, а вот эти строчки в бридже просто как мантра по жизни. Мы собрались здесь сегодня, чтобы разобраться, повторяя за мной. Я не буду прославлять бездарщину, я не буду поклоняться пустозвонам, я не буду слушать никчемные шумы, я не стану делать выбор в пользу предсказуемости. Мое время, моя забота, мои качества не будут покупаться и продаваться за удобство никогда. Далее он говорит, что музыкальная индустрия по сути сегодня тратит время и внимание слушателей. Кори критикует музыкальную индустрию в наши дни и признает, что она бесполезна и посредственна, характеризуя некоторых новоиспеченных артистов как пустые оболочки, потому что они ничего из себя не представляют. Он также использовал термин «оболочка» shell в песне Wait and Bleed. Empty Shells – эта строка может также обозначать пустые полки, как будто ценность артиста по скорости продаж пластинок. Пустая полка означает высокий спрос на товар. Кори и публика говорят музыкальной индустрии, что качество того, что они слушают, нельзя купить или продать. И если песня сочиняется легко, это не делает ее настоящим хитом. So if you love me, let me go. Run away before I know. Это еще один личный для меня трек. Опять же, не называя имен, это о человеке, который помог мне пройти через многое, и я подумал, что она чувствовала то же самое, что и я, а затем она сильно подвела меня. В то же время хорошо, что она так поступила, потому что это был последний толчок для меня, чтобы разобраться в себе. Буквально в каждой строчке Кори повествует нам о своей грустной истории, оголяя для нас свои чувства, полные боли. Акустическая грустная песня о неудавшейся истории любви. Каждый раз при прослушивании слезы просто наворачиваются. Я могла бы разбирать все эти строчки, но они достаточно прозрачны. Если вы посмотрите перевод, то сразу все поймете очень легко и просто. Поэтому давайте пойдем дальше. Кори комментирует посыл этой песни так. Это песня, в которой говорится о внутреннем смятении, и я знаю, что существует неправильное представление о том, что речь идет о Джои. Это совсем не так. И я знаю, что люди очень непреклонны в своем мнении по этому поводу, но это, не так. Речь идет о попытке разобраться во всем этом испытании, и во время написания этих текстов я понял, что смерть Пола заставила меня увидеть, что я принимал как должное и что я тратил много энергии на эгоистичные нужды. У меня был выбор между отрицательным «я» или тем, кем я хотел быть. И я полагаю, что если что-то хорошее произошло из той трагедии, так это то, что я смог увидеть все в перспективе и понять, что я воспринимал эту группу и эту жизнь как должное. Эта строка относится к тому факту, что Кори сейчас трезв, исключая кофеин и никотин. Его внутренний огонь, кофеин и никотин – вот что в настоящее время питает его. Свенгали, почему мы враги? Свенгали – это термин для нечто злого, что управляет творческой личностью, например, певцом или актером. Этот термин происходит от Свенгали, персонажа из книги Жоржа Дюмарье. Это одна из моих любимых песен в альбоме The Great Chapter. Она безумно злая, она просто безумна. Caster – 11-й трек в альбоме Slipknot The Great Chapter. В интервью Кори Тейлор немного рассказала о песне. Опять же, это фокусирование гнева на внешний мир, на людей, которые с одной стороны хотят сделать нас мучениками, но в то же время хотят сделать из нас ублюдков. Образно говоря, речь идет о том, чтобы вступить в наш последний бой. И по сути трек говорит: знаете что?
Нам плевать, какую историю вы придумали о нас. Мы можем ее переписать. Мы не собираемся терять позиции и будем продолжать движение. Возможно, песня названа в честь печально известного и неоднозначного деятеля гражданской войны Джорджа Армстронга Кастера, который прославился безрассудной храбростью, необдуманностью действий и безразличием к потерям. Странно, когда я вижу пистолет, я думаю о том, какой ты мелкий. И это взрывает мой гребаный разум. Да, он взрывает мой гребаный разум. В эти дни мне никогда не бывает достаточно. Я устал от этого дерьма. Я хочу домой. Не трать мое гребаное время, не трать мое гребаное время. Потому что все исключительно подавляется простыми людьми, завистью, невежеством и всем их общим злом. Определение исключительное, скорее всего, в этом контексте обозначает что-то необычное и странное. Кастер мог осознавать, что нападает на этих людей только потому, что они необычные и разные, в то время как он происходит из предположительно цивилизованного, управляемого общества. Завистью и невежеством, скорее всего, означает зависть атакующей армии к ресурсам индейцев. В то время на земле было немного золота и незнание их культуры. Да, еще одна песня из альбома The Great Chapter, но что поделать, это мой любимый альбом, и это последняя песня из него. Он зацепил меня еще до того момента, как я нормально познакомилась с творчеством Slipknot и влюбилась в них окончательно и бесповоротно. Это песня контрастов. Второй любимейший трек, который долгое время был в моем топе первым. Сначала Кори поет тебе завораживающую колыбельную, а потом резко врывается в припеве с криками, просто нахрен разрывающую твою несчастную душонку. The Devil and I – одна из тех песен, которые действительно представляют войну внутри каждого из нас, рассказывая о депрессии, возникшей после потери Пола. Когда мы чувствовали гнев и вину, мы осознавали, что прежде чем идти дальше, мы должны пропустить через себя эти эмоции и полностью прочувствовать. Разбей эти цепи, друг мой, я покажу тебе ярость, которую скрывал. Некоторым из нас суждено пережить другого. Скорее всего, это намек на Пола Грея, басиста и одного из основателей Slipknot, который погиб в 2010 году от остановки сердца. У него осталась жена и дочь, родившаяся через месяц после его смерти. Но чтобы лучше воспринять посыл трека, я вам рекомендую посмотреть клип. Как будто кто-то его еще не видел. People Equal Shit – второй трек на втором альбоме Slipknot Iowa. Но прежде чем мы начнем говорить о данном треке, давайте немного затронем его неотъемлемую часть, а именно интро, которое открывает альбом Iowa. 515 – воплощение боли и ненависти Сида Уилсона. Во время записи альбома у Сида скончался дед, и Росс Робинсон, продюсер альбома, решил использовать гнев и горе Сида для записи эмоционального интро. Только вслушайтесь, и вы услышите, как Сид кричит People Equal Shit, проигранные в обратном порядке, а также истошные крики и рыдания. Теперь я могу спокойно рассказать вам о своем любимом треке. Мы такие, какие мы есть. Мы растрачиваем, мы разрушаем, мы развращаем. Так что люди — это дерьмо в основном потому, что мы сами себе злейший враг. Мы будем концом земли. Но, как мне кажется, всем плевать. Шон Крэхан. Данный трек просто совокупность всей ненависти и отвращения к человеческому роду. Почему я люблю этот трек? Потому что он позволяет легко избавиться от негатива. После прослушивания трека вы просто как будто бы очищены на самом деле, и все негативные эмоции испаряются. Он просто выбивает все вот это вот говно из тебя. Этой строчкой Кори кричит о том, что люди всегда будут творить какую-то херню, каждый раз повторяя одни и те же ошибки. Эти строки говорят о сущности многих людей. Слишком горд, чтобы обратиться за помощью, слишком труслив, чтобы заботиться. А также Кори выражает свое наплевательское отношение к тем, кто его осуждает и сует нос не в свое дело. Короче, мощнейший трек, один из самых злых за всю историю Slipknot, и неудивительно, почему он является актуальным и на данный момент. Здесь бьет по ушам буквально все: лирика, ударные, злые гитарные рифы, перкуссия и просто неимоверная энергия, исходящая из крика Кори. Ну что ж, и на этом все. Мне кажется, у вас сейчас такие эмоции, а почему она не упомянула этот трек, почему она не рассказала об этом треке. Ребят, мне самой тяжело было очень отбирать эти 15 треков, если честно, я хотела бы вам рассказать о гораздо больших песнях, но это такой пробный формат. Если вам понравятся подобные видео, то я буду продолжать их делать с другими группами, например, с Рамштайн и
остальными. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этой рубрики, делать ли мне ее постоянной. Также, я думаю, может быть, вам рассказать о самых недооцененных треках Slipknot, потому что таких огромное количество, я как раз-таки спрашивала вас о них в Инстаграме. Очень многие написали мне свои варианты, я думала отобрать что-то из этого. Короче, пишите внизу в комментариях, во-первых, свой топ-15 песен Slipknot, нравится ли вам подобная рубрика и продолжать ли мне ее, и хотите ли вы видос про недооцененные треки Slipknot. Спасибо за просмотр, пока!